out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Честно вам скажу, вот эта тема с типа так на кнопочку нажала и не снузила совсем, это все нереалистично. Я так делаю только в дни, когда я куда-то улетаю, потому что я боюсь проспать. На самом деле я с 6:30 утра пытаюсь проснуться, потому что мне очень хотелось проснуться сегодня рано. И за это время я уже успела поболтать с Ираклием, который сейчас в Нью-Йорке, потому что у него день только заканчивается, но сегодня супер дождливый день, и я просто не могу нормально просыпаться в такую погоду. Такая погода для меня, с одной стороны, идеальная для работы и прочих подобных штук, а с другой стороны, все, что хочется делать, это лежать в кроватке. Но нельзя лежать в кроватке больше. Доброе утро. You don't have to wake up yet. We can spend all day in. Называется Ульяна. Вчера не прибралась вечером. Netflix, marathon, Kenny G, saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Что я могу вам сказать, друзья? Вчера у меня случился странный приступ полубессонницы, и мне очень захотелось десерт в 11 вечера. Этот принц просто лежала в кровати, я думала, хочу десерт. Где добыть в Сочи десерт посреди ночи? Я не поняла, где добыть в Сочи десерт посреди ночи. Сегодня с утра я вспомнила, что у меня в рюкзаке лежал Raw Life Bar, вишня-шоколад, и это очень грустно. Но вообще хочу вам рассказать немножко про то, как выглядит мой день в январе. И хочу раз в месяц снимать такие видео про типа день из моей жизни. Потому что практически никогда моя жизнь сильно друг от друга не отличается. Просто происходит большое количество всяких разных событий одновременно. И я подумала, что пока я вот в такой новой для себя среде, я вам расскажу, как выглядит день из жизни блогера, фрилансера, студента. Посмотрим, как будет выглядеть моя сегодняшняя трудовая суббота. Не могу сказать, что в моем холодильнике сейчас обилие еды, но, как и в Москве, на завтрак я приготовлю себе перепелиные яйца. Возьму шпинатика. Шпинатик всегда хорошо. Я думаю, я себе также немножко порежу перца и возьму помидорок к своим яйцам. Отличный завтрак. Приятного аппетита. Но если уж быть совсем откровенной, чаще всего мое утро начинается с позалипать где-нибудь за компьютером, если он не сел. Ты что, сел? Нет, ты не сел. Я вчера измеряла скорость своего соединения в 2 разных браузерах, и в Chrome почему-то в 2 раза ниже. И я опять начала смотреть How I Met Your Mother. I don't know why. И я пока буду сидеть и ближайшие 15 минут подтягивать свою чудесную лимонную воду. Это то, что я всегда делаю перед завтраком. И потом буду, собственно, готовить сам завтрак, пока пусть овощи мои согреются. Наконец-то готов мой завтрак. Сейчас ровно 9 часов, и я буду сейчас есть. Я не знаю, как у вас, но у меня есть странная тема. Я всегда сначала очищаю все перепелиные яички, и только потом я их ем. Во-первых, мне это дает запас времени, чтобы посмотреть какое-нибудь видео на YouTube прямо за завтраком. И во-вторых, я чувствую какое-то ощущение медитативности процесса, если я их сначала чищу, а потом ем. И обычно я смотрю какое-нибудь видео или начинаю слушать подкаст во время того, как я вот чищу это все. И сейчас я буду смотреть размышления о планах на год с Эллиной. Какая у Эллины красивая кухня. Я оставлю ссылку на это видео, если что, внизу в описании. И потом, когда я уже буду есть, я в своем маленьком дорожном ежедневничке со своей чудесной ручкой, которая так и хочется, знаете, как в Гарри Поттере, чтобы она сама писала и записывала за тобой, я распишу свои планы на день, потому что, честно говоря, еще со вчерашнего дня есть какие-то вещи, которые я не успела сделать.
И надо пометить то, что я успела сделать. И да, много-много почты и ответить на все ваши комментарии. Это план на утро. Поехали. Я, кстати, очень раньше не представляла, как я буду снимать домашний влог, потому что мне кажется, что... Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. Всем привет! Я чекинюсь с вами. Сейчас уже почти половина первого, мне кажется, 12 с чем-то определенно. Как вы можете видеть, я помыла свои волосяные лохмотья и уже почти ответила на все комментарии. Постепенно движусь дальше по списку дел. Остались билеты, почта, снять еще видео. И можно будет немножко порелаксировать. Сегодня я наконец-то прибрала квартиру, потому что вчера у меня были гости, и я надеюсь, что я вам покажу рум-тур. Давайте я вам покажу рум-тур. Чего я Итак, чего я глуплю? Давайте покажу вам, собственно, рум-турчик. Территориально квартира находится в Сочи. В моем самом любимом, пожалуй, городе России. Я обожаю Сочи, и я впервые в жизни в Сочи, да, зимой, и я ни капли не пожалела. Итак, суть чисто технически, эта квартира как бы студия, и ты входишь, и тут такой длинный коридор, и ты попадаешь в кухню, и потом чуть-чуть пробегаешь, и у тебя спальня, а потом еще чуть-чуть пробегаешь, и у тебя гостиная. Но это идеальное пространство для съемок, идеальное пространство просто для того, чтобы отдохнуть, чтобы работать, потому что тут нереально быстрый Wi-Fi, и иногда он грузит видео даже быстрее, чем в моей московской съемной квартире, так что просто кайф невероятный. Вот тут у меня на кухне такая небольшая рабочая станция организовалась, за которой я провожу большую часть своего времени, и проводила большую часть своего времени, как раз монтирую книжный завтрак, который выйдет в воскресенье на этой неделе с чудесной Евгенией, которая ведет канал Книга Гид. Тут мой ежедневничек, телефоны. В квартире есть абсолютно все, что нужно. Вилки, всякие там чашки, прочие всякие подобные штуки. Вот, смотрите, красота. Просто есть все. Очень удобный холодильник, микроволновка, если вам надо, и тут даже лекарства лежали от владельцев квартиры. Кровать нереально удобная. Мне не очень подошли подушки, потому что они такие, которые прям вот нельзя пожамкать очень сильно, точнее, они очень плотные и жамкаются, поэтому я спала на декоративных с дивана, и они тоже нереально кайфовые. Сейчас, кстати, апдейт по времени, 3:30. Я отсняла видео, смонтировала несколько видео, написала сценарий, почти сделала все, что я должна была по имейлам, каким-то около рабочим вопросам, почти все, что написать должна была, написала. Поэтому могу теперь прохлаждаться в квартире, проводить вам рум-тур. И вот, как вы можете заметить, позади меня висит телевизор. Прекрасный телевизор, супер плазменная панель. Я давно не видела дома телевизоров. Но в Питере, когда я бываю, я вижу телевизоры. И я буду откровенна, за все время, что я здесь, я его ни разу не включала. Не имея ни малейшего понятия, что показывают по сочинскому телевизору. Потому что вид из окна лучше всякого телека. Ну, еще там гигантский такой телек висит, который периодически светит сюда, особенно по вечерам. Но кайфовое пространство, это я вам сразу скажу. Пойдемте в ванную покажу. Ух, чуть в стол не врезалась. Ванная — это вообще любовь. Вы готовы? Пойдемте. Вот ванная. Во-первых, самое кайфовое, что здесь есть, это теплый пол. Тут душевая кабина, очень все стильненько, красивенько. Тут висят всякие мои вещи. Тут такая полочка, где можно расставить свои всякие вещи. Мой чудесный выпрямлял. Стиральная машина для тех, кто здесь на продолжительный период времени. Полотенце-сушка электрическая. Тоже тут все висит, как вы можете заметить. Ну и, конечно, самый важный экспонат во всей квартире — мой как повернуться-то? Я все время с этим горело потом, страдаю, не знаю, как повернуться. Мой чемодан. Пойдемте. Вроде я вам все показала. Огоньки, собственность меня, я их притащила из Москвы, потому что знала, что они будут очень красиво на кроватке лежать на фоне. И рум-тур окончен. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Я оставлю ссылку на эту квартиру внизу в описании, если вы захотите приехать по Сочи и пожить здесь же. И также вы найдете внизу ссылку, по которой вы получите скидку
1200 рублей, по-моему, если не ошибаюсь, за проживание здесь. То есть практически целая ночь у вас будет бесплатно, если вы по моей ссылке зарегистрируетесь и забронируете эту квартиру или какое-нибудь любое другое пространство на Airbnb. И это not sponsored. Это просто такая программа у Airbnb существует, поэтому вы тоже можете такое своим друзьям предлагать, если вам так хочется. Только что написала в сообщении Monday Morning и сразу вспомнила песню, я не помню, как она называется, в смысле, она, по-моему, называется Monday Morning или что такое, и там поется Because I'm leaving on Monday morning, Monday morning. Да, Мелани Фиона поет. Больше зажигательной музыки и всяких Dancing Through Life. Можете найти по ссылке внизу в описании в моих плейлистах на Яндекс.Музыке. А я, короче, должна продолжить работать. Да-да-да. Back to work, guys. Tell me what you wanna do. I'll do anything. As long as I На часах 19:27, и если вы сейчас задаетесь вопросом, интересно, сдвинулась ли она с места за последние 2 часа, то мой ответ вам нет. Но я закончила монтировать влог, и я почти справилась со своим этим обсессивно-компульсивным расчесыванием лица, потому что иногда, когда я сижу, монтирую видео, я такая сижу, я такая чешу, все чешу, а потом я встаю или смотрю в зеркало, поскольку прямо напротив меня зеркало, понимаю, что, блин, все лицо красное, потому что я его расчесала, и это ужасно. И я, честно говоря, уже очень-очень хочу есть, поэтому сейчас я сварю себе гречку, может быть, да, гречку, наверное, сделаю с брокколи. Что-нибудь такое приятненькое, средней степени полезное. И, наверное, надо отдохнуть и посмотреть немножко теории Большого взрыва. Ох, спать хочу. Тем временем за окном уже мои виды на небоскребы. И вообще всякая красота. Выглядит очень круто. И по-прежнему за окном супер ливень. Эх, буду скучать по этому виду, конечно. Обожаю эту фразу. Вот она моя гречечка, вот они мои брокколички. Сейчас это все сварим, будет вкусненько. Ну все, одна из самых прекрасных мировых комбинаций готова. У меня есть вкусный ужин. И самый прекрасный, один из самых прекрасных, по крайней мере, сериалов комедийных, которые я знаю. «Как я встретил вашу маму». Смотрю эпизод про The Pineapple Accident. Уху! Приятного мне аппетита. И да, сейчас 22:15 уже, я только сажусь ужинать. И, в принципе, практически в это же время я обычно ем и в Москве. И надеюсь, вам понравился этот влог, и вы узнали что-нибудь новое и интересное в моей жизни. Если у вас есть вопросы, оставляйте их внизу в комментариях. Часика через полтора, ближе к полуночи пойду спать, часиков на 7. И да, до скорых встреч на моем канале. Не знаю, что это за звук. Пока. Ура! Ох. Этот день наконец-то подходит к концу. Как вы можете заметить, makeup off, back to clean face. И я тут подумала, что я не упомянула в рамках рум-тура сегодня, наверное, самую важную вещь, которая мне понравилась, которая немножко поменяла меня внутри в этой квартире. Это минимализм. Я никогда не жила в минималистичных интерьерах. Как минимум, потому что у меня большая семья, и вещей просто по умолчанию немало. И сейчас я тоже не живу в минималистичном интерьере, потому что у меня везде книги. На самом деле, вот на той стене, которая напротив меня, который вот этот коридор, мне не хватает книжной полки. Мне кажется, она разбавила бы немножко атмосферу и сделала бы это помещение чисто моим. Но одновременно с этим мне так нравится, что тут всего так мало, и все так функционально, и это удобно, и ты знаешь, где все лежит, ты все видишь сразу,
И это реально делает тебя чуточку более продуктивным. Я даже что-то подумала, что, может быть, когда у меня будет прям реально своя недвижимость, своя квартира там или дом, какие-то принципы минимализма, что ли, внедрять, или, может быть, просто понять, как заресайклить часть своих каких-то вещей, или, например, книги, еще что-то такое, которых у меня много. И вот насчет книг, на самом деле, я уже придумала частично, потому что, с одной стороны, я понимаю, что я могу их, например, продать, как делают многие блогеры, а с другой стороны, я понимаю, что, я как бы за некоторые из этих книг не платила in the first place, и у меня такая дилемма ментальная в голове периодически, в общем, хочется, да, вещи заресайклить, и мне очень понравился недавно у Arden Rose формат видео, где она примеряла весь свой гардероб, и я думаю, что надо примерить весь мой гардероб и понять, что я вообще не буду носить. И вот что-то из гардероба я бы точно продала или отдала бы там в H&M на ресайклинг. Так что я начинаю видеть какую-то логику и смысл во всех этих темах про минимализм. По крайней мере, я начала понимать, что меня в этом привлекает. Потому что раньше меня ничего не привлекало. Я тащусь от своих маленьких фигурок из прокрот. Я тащусь от этих своих маленьких фигурок из Я тащусь от этих маленьких... Господи, не могу сказать слово корпорация fucking монстров. Я тащусь от этих своих маленьких фигурок из корпорации монстров. И да, кстати, я поняла, что во время рум-тура не показала вам там, типа, рабочее место с видом на божественный вид. Так что супер квартира, однозначно. И на самом деле проживание в этой квартире, в принципе, сделало меня более продуктивной, потому что, как я уже говорила, получается, пару недель назад видео. Новый дом, Новый год, новые начала. И тут постоянно идет со всех сторон ремонт. То есть по будням реально у тебя есть на съемке 2 часа времени окна, такое окно, чтобы можно было поснимать с часу до 3, вот эти установленные законодательством рамки, и все. И потом, в выходные тоже тут практически никто не шумит. А все остальное время... И когда ты понимаешь, что тебе нужно отснять то, все 5-10 в эти рамки, ты до них и после них куда активнее вкладываешь свое время в работу, меньше отвлекаешься. И мне очень-очень это понравилось, потому что в Москве я периодически сижу и такая прям... Тут книжечка интересная лежит, полистаю. Ой, что-то у меня тут такое 15 разных видов чая. Надо попробовать 3 из них. Я, конечно, сейчас очень-очень сильно утрирую, но, в общем, есть на что отвлекаться. А тут этот фактор, он элиминируется сам по себе. Не на что отвлекаться, реально. Даже телевизор меня не так привлекает своими отвлечениями. В общем, да. Это все, что я хотела вам сказать. Давайте спать. Точнее, мы не будем спать, потому что это видео выходит рано утром. Мотивируемся работать. Вперед, вперед, вперед. Work, 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 work. Пока. Бедная камера, надеюсь, тебе там было не холодно.